спускающийся с горы с некоторой начальной скоростью за 3 секунды проходит 2 метра, а последующие 3 секунды – 4 метра. Считая движение равноускоренным, найдите ускорение и начальную скорость санок. Первые 3 секунды санки проходят расстояние 2 метра, а последующие 3 секунды санки проходят расстояние 4 метра. Нужно найти ускорение и начальную скорость нулевой. Рисуем картинку. Вот гора, санки складываются с начальной скоростью v0. Это будет расстояние 2 метра, а это расстояние 4 метра. Тут санки проехали это расстояние за t1 за 3 секунды, и это расстояние проехали они тоже за 3 секунды. Время прохождения этих двух участков одинаково. Что мы здесь можем использовать? Используем, как всегда, формулу, которая определяет путь v равно v0 t плюс at квадрат делить на 2. Поскольку у нас время есть, все эти величины в системе метров, секунды и так далее можем использовать проще, не расписывая, это слишком сложно. Получается вот такое значение s для вот этого расстояния. Вот это расстояние s первое будет равно v0 умножить на время на 3 секунды и плюс a деленное на 2 3 секунды в квадрате. И равно это 2 метрам. Получается здесь два неизвестных v0 и ускорение. Тому запишем так. v0 умножим на 3 секунды плюс a делить на 2 на 9 секунд в квадрате. Но секунды в квадрате здесь, если a у нас используется метр за секунду в квадрате, то секунды в квадрате сократятся. И здесь, если у нас метр за секунду, то секунды тоже сократятся. Будет равно 2 метра. Давайте это дело распишем, чтобы было понятно, что мы получаем только значение в метр. Итак, с v0 будет метр за секунду умножится на 3 секунды. Смотрите, секунды сократились. Осталось у нас только метр. Плюс а, 1/2 напишем, а метр за секунду в квадрате умножить на 9 секунд в квадрате. Секунды в квадрате сократились, остались только метры. И равно, естественно, 2 метра. С точки зрения размерности у нас все получается. И так можно свести к общему знаменателю. В всяком случае, избавиться от двойки. Домножим все эти члены на 2. Получается 2 v0 умножить на 3 равно а, двойка уйдет, плюс а умножить на 9 равно 4 метра. Это у нас получается первое уравнение. Теперь, что касается второго уравнения. Второе уравнение запишем, что тело прошло вот этот весь путь. Это L2 напишем, весь путь L2. Равен v0 умножить на время. Сколько времени у нас тут получается? 6 секунд на 6 секунд плюс а t квадрат. T квадрат это же тоже 6 секунд. 6 секунд в квадрате делить на 2. И расстояние какое будет? 4 метра плюс 2 метра. Это будет равно 6 метров. L2 у нас равно вот этому 6 метров. Освободимся от знаменателя. Тут тоже так же. Секунды. Тут получается метры. Все по размерности. Освобождается знаменатель. v0 умножить на 6 плюс а умножить на 36 равно 12. И вот это уравнение у нас 2v0 на 3 плюс а, что умножится на 9 равно 4. Что можно сделать? Можно сделать следующее. Давайте домножим это уравнение на 2. Все на 2. Для того, чтобы потом можно было сократить вот эти значения. Домножаем. Вверху будет 2v0 умножится на 6 плюс а умножится на 36 равно 12. Оно остается. А второе домножаем. 4 на 3 – 12. Ну, то же самое. 2v0 умножить на 3 умножить на 2 плюс а умножится на 18 и равно 8. Вот эти значения, смотрите, 12v0. И здесь получается 12v0. Мы можем отнять. Отнять от первого уравнения, отнимаем второе. Что мы получаем? Этим у нас сократятся. Останется а36 минус а на 18 и равно 12 минус 8. Получается а умножить на 18 равно 4. Итого а будет равно 4 в 18. Или напишем 2 девятых, или приблизительно 0,22. А что у нас по размерности? Размерности везде метры за секунду в квадрате. Вот все. Теперь мы а нашли. Ну, а с точки зрения v, который надо определить, так мы можем определить v0 в любом из этих величин. Можно подставить значение вот сюда. Мы получим v0. Итого пишем 2v0 умножить на 6 плюс а, что умножится на 36 и равно 12. А подставляем значение 12v0 плюс 0,22 умножить на 36 равно 12. 12v0 равно 12 минус 36 умножить на 0,22. И v0 равно 12 минус 36, что умножится на 0,22 и делить на 12. Это будет приблизительно 0,33 метра за секунду. Вы начальные получили 0,33 метра за секунду. И ускорение а равно 0,22 метра за секунду в квадрате.